я буду большую часть времени читать по этой книжке. Эта книжка на 70% примерно составлена из цитат, взятых из «Тайной доктрины Блаватской». Те смыслы, которые заложены Блаватской в «Тайной доктрине», они в какой-то степени только перенесены в эту книгу. И когда я своими словами начинаю пересказывать, допустим, это то же самое, что пересказывать текст диктовки. То есть вы знаете, что невозможно пересказать диктовку. Поэтому то, что было дано через Блаватскую, это своего рода диктовка. И поэтому я буду читать большую часть времени, но буду стараться отвлекаться от текста, может быть, что-то комментировать. И вот темой сегодняшней лекции будет как раз падение ангелов, падение Люцифера, падение человечества. На самом деле самая большая проблема находится всегда внутри нас. То есть наше сознание, оно очень ограничено. И единственная вещь, с которой нам необходимо в этой жизни справиться, это со своим мировоззрением, со своим сознанием. Потому что те догмы, которые нас окутывают, это самое тяжелое, что есть. Но на самом деле, вот за время работы с владыками, это уже 5 лет, я поняла, что нужно просто выполнять то, что они просят. И даже если мы не понимаем, зачем это нужно, только через какое-то время, через, может быть, год или 2 года или 3 года, и через 5 лет становится ясно, что ничего не было случайным, и все, что они просили нас сделать, было необходимо. В XIV веке великий мудрец, просветитель, реформатор буддизма Цонгкапа напомнил мудрецам Тибета и Гималаев предписание очень древнего закона. Этот закон устанавливал необходимость соизмерения, но одинаково верных принципов. Истина должна быть сохранена в тайне, истина должна быть возвещена. Ибо для невежественного человека преждевременное знание столь же фатально, сколь губителен свет для того, кто находится в темноте. Очень мудрое замечание. Вы помните, что 2 года владыки не могли пробиться к моему сознанию. 2 года они пытались изменить только одну вещь, мое сознание, чтобы я стала способна воспринимать это учение. Приходится серьезно усомниться, суждено ли нашей эпохе при всей ее интеллектуальной утонченности найти в каждой западной национальности хотя бы даже по одному непосвященному ученому или философу, способному вполне понять дух архаической философии.